Сегодняшний ролик мы бы хотели уделить вопросу последствия коронавируса для мирового автопрома. Остановки производства автомобилей в мире, резкое падение продаж, отказ от автосалонов и новинок, а также скорое увеличение цен. Все это последствия пандемии. А теперь обо всем по порядку. Все мы уже знаем, что столкнулись с опасностью мирового масштаба. Разрушение производственной цепочки началось с эпицентра эпидемии – китайской провинции Хубэй. Одна из крупнейших местных корпораций Dongfeng Motor, имеющая совместные предприятия, например, с Peugeot, Citroën и Renault, объявила о внеплановых бессрочных каникулах для своих сотрудников. Этому же примеру последовало ряд других ведущих мировых компаний, в том числе Toyota, Honda и Nissan. Вслед за ними Renault приостановила все производственные процессы на территории Франции, а также Испании. Что говорить, если Илон Маск разрешил работникам своей компании Tesla оставаться дома на фоне распространения коронавируса? Под угрозой находятся предприятия ряда автопроизводителей и в других европейских странах, которые вынуждены сокращать объемы выпуска машин из-за карантина и в связи с нехваткой компонентов из Китая. Также концерн Volkswagen в целях безопасности закрывает большинство заводов по всей Европе, что предусматривает закрытие своих брендов Seat и Lamborghini. Даже АвтоВАЗ почувствовал на себе последствия коронавируса, но пока без явных потерь. Напомню, что уже зарегистрирован случай заражения. О закрытии завода говорить пока рано. На данный момент все работники предприятия, которые контактировали с больным, уже изолированы. Специальные службы провели дезинфекцию рабочих мест, бригады, мест отдыха и общего пользования, туалетов, гардеробов и душевых заводов. Так что будем настороже и надеемся на лучшее. Все эти события способствуют на рост цен в России. В частности, уже заметны подорожание авто марки Volkswagen. Renault уже с марта повысила цены в среднем на 1% в связи с макроэкономической ситуацией. Kia также последовала примеру Renault и увеличила стоимость на 1%. Но Peugeot и Citroën увеличили стоимость аж на 2%. АвтоВАЗ сообщил, что планирует повышение цен на фоне ослабления курса рубля. Так что если кто-то собирается покупать автомобиль в этом году, имеет смысл поторопиться. В течение нескольких месяцев цены стремительно вырастут. Ожидается рост цен минимум на 10%, прогнозируют эксперты. Не забываем, что касается России, то здесь существенное значение играет обвалившийся курс рубля и является дополнительным фактором увеличения ценника, так что суммарное подорожание будет куда выше 10%. Уверен, что многие уже на своей шкуре почувствовали эту разницу. В России падение рынка продолжается второй месяц, и это точно не конец. Несмотря на падение рынка, в целом цена на автомобили будет расти. Эта участь настигнет и рынок вторички. Но здесь прогнозируется не такой большой скачок, и цены больше будут зависеть от спекуляций продажников. Может, кого-то это обрадует, но спешу сообщить, что для дешевых автомобилей это подорожание будет менее чувствительным, так как большинство компонентов для автомобилей производится на территории страны, а сборка машин осуществляется на конвейере. Эксперты успокаивают, что скачок цен произойдет не сразу, а постепенно. Ну а нам, рядовым покупателям, остается лишь ждать, ну или спешить приобрести своего железного коня. Берегите себя и старайтесь не выходить из автомобиля по ненадобности. На этом все. Не забывайте подписываться на канал и чаще мыть руки.